Слава Украине! Hola amigos, estamos en México. Не, en México. En la México. Один из самых криминальных городов. А иногда раздаются такие странные звуки, типа... Я решил стать автоблогером. Жить можно, но недолго. Это мертвые. Pues no sé, cualquiera. Esos 20 pesos. Продали на органы. Короче, катастрофа. Hola amigos, estamos en la México. Привет, друзья, мы находимся в Мексике. А именно в городе, в столице страны Мехико. Кстати, Мехико – это один из самых вообще огромных городов мира. В целой агломерации проживает больше, чем 20 миллионов человек. Также Мексика или на первом, или на втором месте по количеству музеев вообще во всем мире в одном городе. Так что это очень интересный город. Мы прилетели сюда вчера поздно вечером. Сразу же взяли машину на прокат. Это, кстати, отдельная история. Чуть попозже расскажу, какие тут есть тонкости с арендой машины. И теперь у нас целый день на то, чтобы погулять по Мехико. Ну что сказать, Мехико – это такой, прямо скажем, город контрастов. Потому что когда мы вышли из дома, вокруг было грязно, на улице спали какие-то мутные личности, и, скажем так, по углам был не очень приятный запах. Но когда мы пришли в центр города, конечно же, большой такой кусок колониальной архитектуры, там всякие старинные костелы еще с испанских времен, старинные здания в таком испанском стиле. Конечно же, огроменная улица с такими бизнес-центрами современными. В принципе, все чисто, красиво. Говорят, в общем-то, традиционно в Мексике ты можешь быть в непонятной грязной одежде, еще в чем-то, но ботинки должны быть начищены, блестеть. И вот, 9 утра, кафе еще наполовину закрыты, а вот там уже чистят ботинки полицейским. Огромное количество людей на велосипедах, на роликах, как будто вот все только и делают, что ездят на велике по городу. В принципе, город зеленый, куча парков, там все эти гуляют, отдыхают, но это возможно потому, что сегодня воскресенье, а вчера вроде бы был День независимости или День Конституции Мексики, я так и не понял. В общем, возможно, это связано с праздниками, но неплохо, неплохо, если не заходить в какие-нибудь трущобы, потому что, кроме того, что Мехико очень интересный город, это один из самых криминальных городов Южной Америки и мира. Здесь очень высокий уровень преступности, постоянно в интернете куча историй, как кого-то ограбили, чуть ли не вырезали почку и там, не знаю, продали на органы. Ну, у нас вроде почки пока что все на месте, нас даже не ограбили, не обокрали, так что можно продолжать гулять. Вот, какой у нас вообще план? Мы собираемся сделать поездку по целой Мексике и посетить 3 ключевых региона. Первое – проклятый ковид. Первое – это Мехико-Сити и окрестности. Потом мы переедем в курортный город Канкун. Там куча сенотов, это такие затопленные подземные пещеры. Там коралловые рифы, дайвинг с акулами, все дела. И потом мы едем на Калифорнийский залив, где можно будет посмотреть на китов. Но это все будет дальше, а пока что мы идем гулять по Мехико. Ну я пошел.
Мы находимся в древнем городе Теотиокан. Он находится на окраине северо-восточной Мехико. И, в принципе, сюда можно доехать вроде как даже общественным транспортом. Но так как мы брали машину на прокат, то мы просто потратили чуть больше часа в мексиканских пробках, мехиканских, чтобы доехать из центра города сюда. Что же здесь есть? Здесь здоровенный комплекс. Здесь есть две громадные пирамиды. За моей спиной находится пирамида Солнца. И вот там вот вдоль дороги мертвых находится пирамида Луны. Дорога мертвых – это главный путь, вдоль которого, в принципе, расположен этот город. До сих пор неизвестно точно, кто же его создал. Рептилоиды. Так как когда сюда пришли ацтеки, здесь уже был этот город. И он уже пришел в упадок и был полуразрушен. Несколько есть версий. Вполне возможно было какое-то внешнее нападение, вполне возможно какие-то внутренняя борьба, война. В общем-то, до сих пор достоверно неизвестно. Вход стоит 80 песо, что буквально там $4, то есть очень недорого. Как и, в принципе, все мексиканские достопримечательности, они довольно недорогие. Единственное, что еще 50 надо заплатить за паркинг за машину. Что тут есть? Естественно, здесь есть множество сувениров, есть множество людей. Кстати, на официальном сайте Теотиокана сказано, что больше 7 тысяч людей сюда не пускают. Сейчас, конечно, ковидные времена, поэтому людей не так много, но все же, если вы будете в какой-то пиковый туристический сезон, задумайтесь, чтобы приехать сюда с самого утра, а то будет обидно приехать, а окажется, что вас уже не пустят. Еще здесь есть много сувенирных лавок, да и просто торговцев, которые торгуют сувенирами. Со всех сторон разносятся трели таких классных, красивых свистулек, такие прям птичьи трели. А иногда раздаются такие странные звуки типа это тоже свистулька, только эти свистульки имитируют рев ягуара. В общем-то, ягуар во многих религиозных Центральной Америки, Латинской Америки встречается как самый, в общем-то, большой дикий зверь тут, в этом районе. Видишь, сова. Sensontle. Eso. Eso. Sensontle. Jugar este y este. Tu, 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 tu. Ah, esta es buena. Se llama Llorona. Ah, un lobo. Un lobo. Lobo это волк. De Montes Urales. Ага. Sí. Монте. Что такое Монтес Уралес? Монте это гора, Суралес не знаю, но Лоба это волк. Ага. El de la muerte. Это мертвые. Sí. Голос Pues no sé cuál quieran. Esos 20 pesos. Видишь, маленькие 20-ку, большие могут быть дороже, естественно. Пирамида, посвященная богу Солнца. Ее высота составляет 66 метров, а у основания одна сторона это 200 метров. И, между прочим, это вторая по высоте пирамида после пирамиды Хеопса в Египте. В общем-то, до сих пор точно неизвестно, таки это посвящена была Солнцу, так думали ацтеки. Но в то же время многие вещи, которые были найдены внутри пирамиды, свидетельствуют также о том, что тут поклонялись также божеству воды. В общем-то, неизвестно, кто и что, но пирамида классная. Говорят, когда-то раньше можно было на 3 из 4 ступеней подняться. Однако сейчас многие музеи здесь в Теотиокане и, в общем-то, вход на пирамиды закрыты. Все это объясняют ковидом, но неизвестно, то ли это ковид, то ли просто мексиканцы думают, и так сойдет.
Вот индейцы майя утверждали, что пирамида Теотиуакана представляет собой замороженную астролого-математическую информацию, которую оставили для землян представители внеземных цивилизаций. Вот это поворот! Как бы то ни было, ни одна цивилизация, существовавшая в те времена в Новом Свете, не обладала такими астрологическими знаниями. Выкрашенный в красный цвет город был великолепен. Даже испанские завоеватели Мексики были поражены его размерами и величиями до такой степени, что они стали равнять город с землей, как они поступали до и после с другими языческими сооружениями. А нынешние мексиканцы свою любовь к Теотиуакану показали тем, что разместили изображение храма Солнца на свои монеты и банкноты. Вот так. Антропологический музей Мехико. В общем-то, это один из самых больших и самых популярных музеев в Мехико. И в него обязательно стоит сходить. На его посещение стоит выделить лучше целый день, ну хотя бы полдня, потому что иначе вы не успеете просто даже обойти все залы. Что же здесь можно найти? Здесь множество экспозиций до Колумбовой эпохи. То есть это майя, ацтеки и другие народности, которые проживали в Мексике с давних времен. Здесь можно, например, увидеть гигантский каменный календарь майя, который на самом деле оказался не календарем, но все равно все считают, что это календарь. Например, прежде чем отправляться в древний город Теотиуакан, который находится на окраинах Мехико, очень неплохо бы сходить в этот музей, тогда вы будете понимать, к чему все эти пирамиды, всякие пернатые змеи, Кецалькоатли и так далее. Ну и даже если вы не сильно интересуетесь историей, то поверьте, тут вам будет интересно. Здесь множество экспонатов, а часть из них даже можно потрогать руками. Так что стоит сходить. Еще одно интересное место прямо за моей спиной, называется Пальмитас. По легенде, когда-то здесь были такие хрущобы, типа фавелы, как в Рио, а потом их решили немного облагородить и провели эксперимент, покрасив все в яркие цвета. Ну и вроде бы эксперимент удался, и короче, жить там стало лучше. Ой, мы наконец-то к вечеру приехали в город Пуэбло. На первый взгляд все очень красиво, все так подсвечено, чистенько, гораздо чище, чем в Мехико. Вот, куча всяких старинных зданий, конечно же. Вот сейчас мы на главной какой-то площади, тут, конечно же, какой-то испанский собор. Ну, посмотрим. Сегодня мы заехали по пути на Котопакси. Не Котопакси, забыл, как называется. Короче, на какую-то гору. И вот тут вот есть табличка о том, что это очень сложный маршрут. И вообще, а вы знаете, что альпинизм, он требует практики. И вообще альпинизм – это спорт высокого риска, который требует знания техники, адекватного снаряжения, знания маршрутов, хорошей физической подготовки. И вообще знать, что делать, если что-то будет не так. А дальше тут такие слова по-испански, что я ни хрена не поняла. Вот.
Наша первая остановка после Мехико. Отъехали буквально на пару часов от города и подъехали к вулкану Попокатепетль. Вуаля! Вот если говорить о Мехико, то он находится на высоте около 2000, а сейчас буквально за пару часов мы заехали на 4000. И тут, конечно, уже чувствуется, что мы находимся в горах. Не просто так идти и что-то еще рассказывать. Ну, в общем, вернемся к Попокатепетль. Мы сейчас идем не на Попокатепетль, потому что это действующий вулкан, и туда попасть очень непросто. А идем мы на другую гору, которая называется... Оля, как она называется? Ицтасиоатль. Попокатепетль. Это типа символизирует мужчину, а Ицтасиоатль — это его пара, женщина, которая вот рядом тут находится. Вот. Сейчас мы... как я уже сказал, мы доехали на паркинг на высоте около 4000. И сейчас идем по одному из многочисленных трекинговых маршрутов, которых тут просто куча. И идем в сторону вот этого Ицтасиоатля. Он высотой около 5200 метров. Но вряд ли мы пойдем аж так сразу на вершину. К тому же мы на это вообще не рассчитывали. Прогуляемся до какой-нибудь смотровой площадки, откуда потенциально можно увидеть Попокатепетль. Может показаться, что это куча мусора, но нет. Я думаю, это люди тут оставляют такие типа подношения богам. Дошли до высоты 4200 метров. Ого-го! И прямо за мной вы, конечно, можете не видеть вулкан Попокатепетль, потому что он слегка затянут облаками. А вот там находится вершина вот эта вот Яцалькуатль высотой 5200 сколько-то метров. Ну а Попокатепетль высотой 5000 примерно с половиной, то есть 5500, где-то так. Ну, что, дальше мы не пойдем, потому что очень долго, времени у нас нету, надо срочно ехать вниз, потому что там у нас запланированы тако и буррито, мы не можем опоздать и пропустить их, а то они остынут. Потом на подъезде к этому Пуэбло мы заехали на еще одну историческую, точнее не еще одну, просто заехали на историческую развалину какую-то, типа остатки древней пирамиды ацтеков, что ли. Ну, короче, оказалось, что она сегодня закрыта, сегодня понедельник. Мы ее по кругу обошли, через забор посмотрели. Ну, развалины как развалины. Не впечатляет. Но вот этот городок Пуэбло пока что хороший. Сейчас, конечно, еще надо найти место, где поужинать. И все будет хорошо. В общем, мы приехали в новое классное место, и это заповедник бабочек-монархов. Что же это такое заповедник бабочек-монархов? На самом деле это громадная территория сосновых лесов в центральной Мексике, в которой можно посмотреть на мигрирующих бабочек-монархов. Они сюда прилетают где-то в начале ноября и остаются здесь до середины марта. Потом они мигрируют назад. Куда же они мигрируют? Это север Соединенных Штатов и южные штаты Мексики. Южные штаты Канады. Это, наверное, одни из немногих насекомых, которые так мигрируют. Летят они со скоростью 40-50 км в час, но в то же время, даже при такой скорости, в сумме за день они пролетают не больше 120-150 км. И то очень сильно зависит от погодных условий. В общем-то, прилетают они сюда, размножаются,
половина мужских особей помирает, ну и, в общем-то, собираются, ну, женские тоже чуть-чуть, собираются и улетают назад. И так каждый год. Почти говорят, что одни и те же колонии бабочек прилетают к одним и тем же деревьям чуть ли не. И, в общем-то, тут уже проложены тропы, маршруты, можно туда попасть, не проблема. Мы приехали к месту Пьедра-Хирада. В общем-то, это одно из мест, самое близкое к Мехико. В общем-то, билет сейчас подорожал чуть-чуть, стоит 100 мексиканских песо. Плюс, если вам хочется, то вы можете еще за 300 песо взять лошадку, и тогда на гору вас завезет лошадка, не придется пешком идти. Так себе удовольствие, я бы дальше уже пошел пешком. А то что-то уже и зад болит сидеть на таком твердом седле. Да вообще страшно, тут такие буераки, хоть бы не свалиться. А вот и бабочки-монархи. Тут, правда, надо соблюдать тишину, чтобы не распугать всех бабочек. Ну вот их, смотрите, сколько летает. О, отпускай, давай. Блин, а что-то умерла. Давай другую найдем. И, в общем-то, там дальше несколько зон, где на деревьях висят целые грозди бабочек. Как только выглядывает солнце, они все начинают летать вот так вот хаотически. Очень классно, но хаотически. В общем-то, сегодня чуть-чуть облачная погода, поэтому они... Только выглядывало солнце, они начинали летать. Только солнце прятались, все, бабочки сидят по деревьям, их почти не видно. То есть надо высматривать. Вот те вот все такие черные, как бы кучи на деревьях, это на самом деле скопление бабочек. Они там сидят такими гроздями, даже ветки под их весом прогибаются. Ну, еще очень грустно, они лежат мертвые на тропе. Но, в общем-то, это природа, нормальный цикл жизни бабочки. Гроты Талантонга, наверное, одно из самых необычных мест, которые мы посетили в Мексике. Они находятся недалеко от Мехико. Ну, как недалеко? Часа 4 машиной. В общем-то, именно поэтому мы приехали к ним почти к вечеру, и у нас было не так уж много времени. А на это место стоит посвятить целый отдельный день. Ведь комплекс просто громадный. То есть, если идти пешком из одного конца в другой, то это будет, наверное, минут 40, а то и больше. В общем-то, что тут есть? Есть горячий водопад. Есть пещера с горячим озером внутри, и где по каналам и туннелям поступает горячая вода. Там можно проплыть по нескольким туннелям. После этого стоит прогуляться вдоль горячей реки, которая каскадами спадает и течет, наверное, на протяжении пары километров. Так как она каскадами, то есть куча мест, где можно классно посидеть, отдохнуть, получить удовольствие. Ну, а в конце горячей реки есть еще один горячий источник, и там уже такие организованные, оборудованные каскадами не спадающие бассейны. Очень красиво смотрится. Кстати, именно фотографии этих каскадных бассейнов чаще всего можно найти в интернете, когда вы ищете что-то о гротах Талантонга. Господа, здравствуйте! Я решил стать автоблогером, потому что travel-блог это какая-то фигня, так что теперь я буду обозревать различные машины. Чуть попозже расскажу, какие тут есть тонкости с арендой машины. Вот. Значит, сегодня у нас на обзоре автомобиль Nissan. Не знаю точно какой, но написано Nissan. Значит, суть в чем? Очень интересный момент с арендой автомобилей в... Какой мы сейчас стране? В Мексике, вот. Значит, аренда автомобилей в Мексике. Если вы зайдете на сайт какой-нибудь прокатной фирмы, вы можете увидеть один и тот же самый автомобиль в одной и той же самой фирме
но цена будет, скажем так, немного отличаться. Будет вариант, например, за $150 в неделю, и будет тот же самый автомобиль за $300 в неделю. И спрашивается, в чем вопрос? В чем разница? А разница вот в чем. На самом деле автомобиль за $150 в неделю, в нем не включена в прокат никакая страховка, даже самая базовая ОСАГО. И когда вы придете в офис прокатной конторы, вам, скорее всего, скажут, что вам нужно доплатить те же самые $150, чтобы взять этот автомобиль. А может быть даже 300, потому что на месте как бы всегда дороже. Так вот, а то, что вы видите на сайте по цене $300, например, берем какой-то абстрактный автомобиль в вакууме, в него уже, скорее всего, будет включена базовая страховка, то есть вы сможете уже сразу ехать. Потому что в тот автомобиль, где она не включена, вы теоретически по мексиканским законам даже не можете на нем ездить, потому что вообще никакой страховки нет. Это вот такая вот местная особенность проката автомобилей. Так что стоит об этом знать и внимательно читать, какая страховка включена в стоимость проката и какая нет. Потому что в любом случае вам придется доплачивать. Вот. Значит, что тут по движению в Мексике? Все зависит от того, в каком регионе вы будете и насколько это густонаселенная территория. Например, в столице Мексики, городе Мехико, движение просто катастрофическое. Это один из самых больших городов мира, там сколько? По-моему, 20 миллионов населения. И там постоянные пробки, бешеное движение, все вот так вот перестраиваются, поворотники никто не показывает. Так что там надо быть очень внимательным. А вот сейчас мы находимся на полуострове Баха-Калифорния, и здесь полнейшая дичь. Движения никакого нет, можно ездить практически как угодно, и как бы никаких проблем с этим не возникает. Еще один интересный момент. Если у вас прокат не предоплачен, то когда вы приедете в пункт проката, может оказаться, что вашей машины просто нету. Например, когда мы прилетели в Канкун, наш рейс опоздал на 5 часов. Но благодаря тому, что наша машина была полностью оплачена, она была. А вот прямо с нами прилетели французы, и у них была непредоплаченная бронь машины, и у них машины просто не оказалось. И они должны были ждать хрен знает сколько в пункте проката, пока им найдут какую-нибудь машину. А вот когда мы прилетели сюда на Баха-Калифорния, у нас машина тоже была не предоплаченная полностью. И что вы думаете? Машины, которую мы хотели, не оказалось. А хотел я очень интересную машину. Я хотел взять джип Wrangler, всегда мечтал на нем поездить. А вместо этого дали вот это вот убожество. А почему убожество? В принципе, я всегда тоже хотел купить себе пикап, буду, думаю, ездить на нем на дачу, все очень классно, можно в кузов нагрузить кучу говна, не говна, навоза, там удобрения, все дела. Но поездив в пикапе несколько дней, я понял, что это полный отстой. Во-первых, в кабине места очень мало. Если вас 4 человека, то даже маленькие сумки сложить некуда, потому что багажника вообще никакого нет. То есть надо их складывать на сиденье, держать где-то на коленях. Это полный отстой. Кузов вроде бы большой, можно туда сложить кучу всего. Но приехав куда-то, вы ничего не можете в кузове оставить, потому что он открытый, кто угодно может подойти и украсть ваши вещи. Плюс идет дождь, оно все мокнет. Светит солнце, оно все там жарится на солнце. Просто ужасно. То есть катастрофа. И в кузов невозможно нормально использовать для своих вещей. И в салоне вещи некуда складывать. Так что, не знаю, пикап — это вот возить действительно удобрения в селе, но для туризма фигня. Давай, грузимся в машину, поехали. Мне уже надоело быть автоблогером. Буду обратно тревел-блогером. Ладно, поехали. А в следующей серии мы отправимся на полуостров Юкатан, в сердце цивилизации майя, где огромное количество всяких интересных штук. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых путешествий. Пока. Пирамиды майя. Вот эта пирамида называется пирамидой Ку-Клукс-Клана.